Ребята, привет! Мы в Бургасе. В общем, у нас в планах взять лодочку, ехать на остров и посмотреть, что там. Сейчас посмотрим, как получится. Хотели мы покататься на лодочке, но нам сказали, что только завтра утром в 11:30. И мы уехали в Созополь. И сейчас у нас был план взять велики и покататься по парку в Бургасе. С фильмом ужасов, как группу туристов привезли на остров и там бросили. Это, знаете, из той серии «Расскажи Богу о своих планах». Ребята, привет! Мы решили использовать длинные выходные на Пасху и посетить Бургас. И, наверное, мы все-таки оболгарились, потому что совсем ничего не планировали. А так как ехать нам от Пловдива до Бургаса 255 километров, то мы подумали, класс. Ну, в общем, мы решили что-нибудь спланировать по дороге. И да, это первая часть нашего путешествия, потому что как-то спонтанно мы оказались не только в Бургасе, но и в Созополе, Несебре, на Солнечном берегу и в Старозагорье и Чудо-озере. И так как все было сумбурно, спонтанно, то и съемка была в разное время суток и в разную погоду. Но я постараюсь разгрести эту кашу и смонтировать так, чтобы было понятно человеческому восприятию. Мы в Бургасе. Сегодняшнее название города происходит от греческого «пиргус», что означает «башня». Некоторые утверждают, что греческое «пиргус» и латинское «бургас» тождественны. Так, до конца XIX века город назывался и Бургас, и Пиргос. Население Бургаса составляет почти 211 тысяч жителей. Из них почти 172 тысячи – это болгары, почти 4 тысячи – турки, почти 1500 – цыган. Остальные – это немцы, русские, армяне и прочие. Таким образом, Бургас является четвертым по численности населения городом в стране после Софьи, Пловдива и Варны. Климат в Бургасе влажный, субтропический, с морским и континентальным влиянием. Средняя температура воздуха в июле достигает почти 23 градуса. Зима мягкая и малоснежная. Средняя зимняя температура воздуха в январе до 2 градусов. В городе имеется ЖД-вокзал, 2 автобусных вокзала, парк троллейбусов, морской вокзал, морской порт, из которого после окончания Второй мировой войны еврейская организация Агана организовала конвой кораблей для переживших Холокост, которые отправились из Бургаса в сторону Палестины. Также с этими конвоями эмигрировало еврейское население Бургаса. В 1947 году в Бургасе приземлился первый пассажирский самолет Ю-52, совершивший впечатляющее расстояние от Софьи до Бургаса. Сегодня аэропорт Бургаса является вторым по величине в стране после аэропорта Софьи. В городе имеется 2 университета, частный и государственный, 36 детских садов, 21 начальная школа, 10 средних школ, 10 среднепрофессиональных школ, 4 языковых лицея, 1 научно-математический лицей, 1 школа искусств и 1 спортшкола. Имеется 2 футбольные команды, женская и мужская команда по баскетболу, волейбольная команда. Имеется яхт-клуб, водное поло и гребля, а также парапланеризм, комплекс для верховой езды. Есть 2 трассы для мотокросса и соревнования по спортивным танцам. В городе несколько театров: драмтеатр, кукольный театр, оперный театр, филармония, театр арт-ателье. Есть большая научная библиотека, а 2016 года здесь проходит международный фестиваль Бургас International Film Festival. В городе есть археологический, исторический, этнографический и авиамузеи. В городе имеется онкологический центр, центр психического здоровья, 5 поликлиник, 13 медицинских центров, 1 стоматологический центр и 10 больниц, среди них для лечения кардио, офтальмологии, реабилитационные и пневмофтиазных заболеваний. Бургас – портовый город с собственным международным аэропортом и очень хорошо развитой наземной инфраструктурой. Город хорошо развит с промышленной точки зрения. Он имеет доступ к сырью, и в нем есть нефтеперерабатывающий завод. Поэтому город отличается высоким уровнем индустриализации. В структуре экономики преобладают торговля, промышленность, пищевая, нефтеперерабатывающая, деревообрабатывающая и машиностроительная. Также сфера услуг, туризм и транспорт. Благодаря развитой индустриализации город предлагает конкурентоспособную заработную плату и возможности профессионального развития.
Внимание! Следующая информация, возможно, заинтересует бизнесменов. В городе действует проект под названием «Создание и развитие бизнес-инкубатора Бургас». Целью бизнес-инкубатора «Бургас» является создание льготных условий для стимулирования и ускоренного развития малых и средних предприятий, повышения конкурентоспособности и устойчивого развития в региональном плане. Здесь можно арендовать офисы либо конференц-залы, также есть коворкинги. Цена и условия программ можно посмотреть на сайте, я оставлю его в закрепленном комментарии. В 2011 и в 2013 годах Бургас получил награду как лучший город для жизни в Болгарии по критериям экономика, образование, экология и качество жизни. Хоть и споров между городами по данному статусу было много, до сих пор одним из самых горячих является спор между Варной и Бургасом, кто из них лучше, между Варной и Пловдив, кто из них лучший город для жизни, и между Бургасом и Старозагорой. Но хорошо, что Пловдив не спорит с Бургасом по поводу памятника Алёше. Кто из них выше, кто из них краше. И да, в Бургасе тоже памятник Алёше. В Бургасе печатается ряд региональных газет и журналов, а также местное радио и телестанции. Телестанция СКАТ ТВ – одна из крупнейших в Болгарии. Центр Бургаса, по которому мы сейчас гуляем, очень интересен в архитектурном отношении. В нем сохранилось множество жилых домов в стиле модерн, возведенных в начале 20 века, и жилых домов в стиле функционализм, построенных в 1930-х годах. В общем, у нас в планах взять лодочку, или там катамаран, или там кораблик, и поехать на остров и посмотреть, что там. Сейчас посмотрим, как получится. В водах Бургасского залива находится Черноморский остров Свята Анастасия, который также является частью города. Он находится в 6,5 километров от побережья и сложен из вулканических пород. В самой высокой точке его высота составляет 12 метров, а площадь 9 акров. Самое раннее присутствие человека на острове датируется IV-VI веком. Он несколько раз менял название и основное назначение. В средние века здесь был построен монастырь, который несколько раз подвергался нападениям и сжиганию. После освобождения Болгарии на острове был небольшой рыболовецкий и транспортный флот, небольшая верфь, где строили и ремонтировали лодки. В данный момент посреди острова находится монастырская церковь, маяк, несколько построек для ночлега, ресторан и небольшой пирс. Ребята, мы на острове Святой Анастасии. Прохладненько, но очень красиво. Еще до войны в 1912 году маяк на острове Святая Анастасия был реконструирован. В его северной части построена железнобетонная башня маяка и официальная резиденция смотрителей маяка. Высота башни маяка от земли составляла около 10 метров, а освещение осуществлялось с помощью двухфитильных масляных ламп. Огонь впервые зажегся 13 июня 1914 года и был виден на расстоянии 6 морских миль. 1923 года заброшенный островной монастырь стал удобным местом для изоляции политических противников правительства, где только в 4 камерах содержалось 90 заключенных. Не, прикольно, конечно. Только почему-то меня не оставляет чувство ассоциация с фильмом ужасов. Как группу туристов привезли на остров и там бросили. 1925 года 43 политзаключенных устроили побег. Всего за несколько дней до суда над ними с ожидаемым смертным приговором. Им удалось добраться до Стамбула, а оттуда на советском теплоходе «Ильич» отплыть в СССР. Большая часть сбежавших коммунистов стали жертвами сталинских репрессий в 40-х годах. Многие из них впоследствии были высланы в Сибирь, где и встретили свою смерть. Зимой в 1928 году Бургасский залив замерз,
что позволило в конце января и в начале февраля 1929 года пройти из Бургаса на остров Свята Анастасии на фаэтонах. После Второй мировой войны остров был переименован в Большевик. Он был объявлен историческим местом революционной борьбы в 1967 году. Старое название острова было возвращено только в 1991 году. В 1975 году остров был электрифицирован и обеспечен водой. Была открыта большая музейная экспозиция, часть которой посвящена давней истории острова, а в другой – прославленным героям 1925 года. Сегодня Свята Анастасия – единственный сохранившийся островной монастырь в Болгарии. А нам посоветовали отведать рыбного супа на острове, и после проведенных нами 2 часов на острове мы отправились на Большую Землю. Погода нас не баловала от слова совсем, но у природы ж нет плохой погоды, и мы отправились дальше исследовать уголки прекрасного Бургаса. У нас был план взять велики и покататься по парку в Бургасе. Это самый большой парк, он 7 километров в длину, но пошел дождь и нарушил наши планы. Поэтому мы сейчас немножко погуляем пешком, потом посмотрим, что будем делать. Это, знаете, из той серии «Расскажи Богу о своих планах». Как-то так. Приморский парк – одна из самых известных достопримечательностей города, созданный в 1910 году. Его общая площадь составляет 60 гектаров. С востока граничит с пляжем, с юга с Бургасским портом. Старая часть Приморского парка объявлена памятником паркового искусства. Этот пирс напоминает Элат, Тель-Авив, набережную. В городе невооруженным глазом видно и чувствуется каждая вложенная копеечка в развитие этого города. Новые автобусы, пешеходные мосты, велосипедные дорожки, порт – это только малая часть того, что мы увидели. Жители Бургаса, у вас классный парк. Я вообще обожаю парки. Он реально классный. Ребята, если вы будете в Бургасе, естественно, пройдитесь по этому парку. Много зелени, много каких-то статуй, фонтаны, беседки. Очень классно. Конечно, есть и минус в приморских городах. На каждом шагу здесь море камер. На каждом светофоре очень много камер. Невооруженным глазом видно, что по центру гуляют люди своеобразных профессий, и я так и шла и прижимала к себе сумочку. Увеличение территориальной площади Бургаса было за счет присоединения ближайших сел. Так, в 1976 году к Бургасу был присоединен поселок Меден-Рудник. В 1987 были добавлены еще 4 деревни – Горно-Эзерово, Лозово, Крайморье и Сарафово, по которому мы сейчас и прогуляемся. А в 1991 году к Бургасу присоединили поселок Дольно-Эзерово. В 2009 году присоединились села Банево и Ветрин. В 2015 году бывшие села Рудник и Черноморье также стали районами города. В Сарафово, так же как и в других районах, ведутся активные строительства домов. Цены вы видите сейчас на своих экранах. Не знаю, является ли Бургас лучшим городом для жизни, это вы мне скажите, если вы живете в Бургасе. Но светофоры логически правильно настроены, движение совершенно спокойное, никто не сигналит и проспекты довольно широкие. Дорога Пловдив-Бургас была отличная. В самом городе прекрасные асфальтированные дороги. Я не видела каких-то ямок или что-то недоремонтировано. Но запашок с нефтеперерабатывающего завода все-таки присутствует. Мы как раз с той стороны выезжали на Созополь и очень хорошо это чувствовали. И я не знаю, то ли это праздники, то ли это погода, мне показался город немножко пустоватым, а может быть просто не сезон. Конечно, в любом городе есть свои плюсы и минусы, но по итогу нам понравилось. Болгария прекрасна для путешествий,
И если вы хотите обследовать для себя Бургас и его окрестности, наверное, вам стоит приехать на пару дней. Но если вы хотите изучить какие-то определенные районы для покупки недвижимости, возможно, вам нужно будет задержаться подольше. Я благодарю каждого, кто подписался на мой канал, я благодарю каждого, кто поставил лайк, и я благодарю каждого, кто написал комментарий. Очень жду комментарии от жителей Бургаса. Я буду очень стараться побыстрее монтировать продолжение нашего путешествия, чтобы вы его увидели. Там будет тоже много интересного. Ну а на сегодня все. Я вас всех обнимаю. Желаю хорошего дня. Пока-пока.